Друзья, всем привет! Меня зовут Женя, и вы на канале о вязании Yo Happy Toys. Сегодня я предлагаю вам связать вместе со мной вот такого вот маленького медвежонка. Рост медвежонка составляет 12 сантиметров. Такой вот он маленький, с пушистой мордочкой. Я в данном случае использовала полухлопковую пряжу и Alize Softy. Для вязания такого мишки можно использовать абсолютно разную пряжу полухлопковую, как Alize Cotton Gold, также Yarnart Jeans. И сегодня я использовала пряжу Картопу Amigurumi. Для вязания я буду использовать следующую пряжу. Для основного тела я буду использовать вот такую вот пряжу Картопу Amigurumi. Это номер цвета К011. В общем, 11, наверное, цвет. 50 грамм на 165 метров. Это пряжа 51% акрил и 49% хлопок. Буду вязать из этой пряжи. Для мордочки я буду использовать пряжу Alize Softy. Для вышивания носика можно взять и бровок, можно взять вот такую пряжу. Это ПМК имени Кирова и любую черную пряжу. У меня здесь Yarnart Jeans. Я также буду использовать глазки на безопасном креплении 6 мм. Нам понадобится крючок. Я буду вязать крючком 2 мм и ножницы. Данного мишутку я буду вязать узором галочки, так как этот мастер-класс я создавала давно, и он был именно узором галочки. И боюсь, что если я буду вязать узором крестики, то он у меня получится меньшего размера, чем он мне нужен на данный момент. Если вы не знаете, как вязать узором галочки или узором крестики, то под данным видео я оставлю вам ссылку на объяснение того, что значат эти узоры и какие игрушки получаются при использовании того или иного узора. Поэтому переходите, смотрите и вяжите так, как вам больше нравится. Итак, я приступаю к вязанию. Мы начинаем вязание головы и набираем 6 столбиков без накида в кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Второй ряд. Вяжем 6 прибавок, то есть делаем прибавку в каждую петельку. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка, четвертая прибавка, пятая прибавка, шестая прибавка. Мы связали второй ряд, и в итоге у нас получилось 12 столбиков без накида по кругу. Приступаем к вязанию третьего ряда. В третьем ряду мы будем делать 6 прибавок через один столбик. Отмечаем начало ряда. Я это делаю вот так вот ниточкой, чтобы не перепутать. И вяжем. 1, первая прибавка, 1 столбик без накида, вторая прибавка, столбик без накида, третья прибавка, столбик без накида, четвертая прибавка, столбик без накида, пятая прибавка, столбик без накида, шестая прибавка. В ряду у нас получилось 18 столбиков без накида по кругу. Приступаем к вязанию четвертого ряда. В четвертом ряду мы будем также делать 6 прибавок через каждые 2 столбика без накида. Но я буду делать смещение рядов для того, чтобы круг у нас получился ровным. Вяжем 1 столбик без накида
прибавка. 1, 2, вторая прибавка. 1, 2, третья прибавка. 1, 2, четвертая прибавка. 1, 2, пятая прибавка. 1, 2, шестая прибавка. И довязываем один столбик. Мы связали четвертый ряд, и по кругу у нас получилось 24 столбика без накида. Приступаем к вязанию пятого ряда. В пятом ряду мы будем делать также 6 прибавок через каждый третий столбик. Начинаем вязание. 1, 2, 3, 1 прибавка. 1, 2, 3, вторая прибавка. 1, 2, 3, третья прибавка. 1, 2, 3, четвертая прибавка. 1, 2, 3, пятая прибавка. 1, 2, 3, шестая прибавка. Таким образом мы провязали пятый ряд, и в ряду по кругу у нас получилось 30 столбиков без накида. Приступаем к вязанию шестого ряда. В шестом ряду мы будем делать также 6 прибавок через каждый четвертый столбик. Я буду делать смещение ряда для того, чтобы круг получился ровным. Начинаем вязание. 1, 2, первая прибавка. Далее делаем прибавки через каждый четвертый столбик. 1, 2, 3, 4, вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, третья прибавка. 1, 2, 3, 4, четвертая прибавка. 1, 2, 3, 4, пятая прибавка. 1, 2, 3, 4, шестая прибавка. И у нас осталось до конца ряда 2 столбика. Провязываем их. Первый, второй. Мы связали шестой ряд, и у нас по кругу получилось 36 столбиков без накида. Теперь мы приступаем к вязанию седьмого ряда. В седьмом ряду мы будем делать 6 прибавки через каждый пятый столбик. 1, 2, 3, 4, 5, первая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, вторая прибавка. 1, 2, 3, 4, 5, третья прибавка. 1, 2, 3,
4, 5, четвертая прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, пятая прибавка, 1, 2, 3, 4, 5, шестая прибавка. Мы провязали 7 ряд, и в ряду у нас получилось 42 столбика без накида. Далее мы приступаем к вязанию 8 ряда, и с 8 по 16 ряды мы вяжем по 42 столбика без накида по кругу. Получается, что нам нужно провязать 9 рядов. Вяжем самостоятельно и встречаемся с вами в конце 16 ряда. В общем, нам нужно провязать 9 рядов по 42 столбика без накида. Я провязала 16 ряд и по кругу 42 столбика без накида. И на данном этапе вставляем глазки. Мы будем вставлять глазки между 11 и 12 рядом от макушки головы. Отсчитываем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ну вот где-то здесь вставляем первый глазик. Один, два. Между глазиком должно быть расстояние 4-5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ну вот где-то здесь и вставляем. Закрываем. Так у нас получается. И теперь мы приступаем к вязанию следующего ряда. Это будет 17 ряд, в котором мы начинаем делать убавки. Делаем убавки через каждый 5-й столбик. И в ряду у нас должно получиться 6 убавок. Я переставляю маркер, чтобы не перепутать начало ряда. И начинаем вязание. 1, 2, 3, 4, 5. Первая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Вторая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Третья убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Четвертая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Пятая убавка. 1, 2, 3, 4, 5. Шестая убавка. Мы провязали 17 ряд, сделали 6 убавок, и в итоге в ряду у нас получилось 36 столбиков без накида. Приступаем к вязанию 18 ряда, в котором будем также делать 6 убавок через каждые 4 столбика без накида.
я буду делать смещение убавок. Я это делаю для того, чтобы вот здесь вот на голове не образовывались такие полосочки, которые показывают, где были убавки. Чтобы этих полосочек не было, я буду смещать убавки. То есть первую убавку я буду делать через 2 столбика. 1, 2, первая убавка. Далее будем делать убавки через 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вторая убавка. 1, 2, 3, 4. Третья убавка. 1, 2, 3, 4. Четвертая убавка. 1, 2, 3, 4. Пятая убавка. 1, 2, 3, 4. Шестая убавка. И довязываем оставшиеся 2 петельки. 1, 2. Мы провязали 18 ряд. В ряду у нас получилось 30 столбиков без накида. На данном этапе мы начинаем набивать нашу игрушку холофайбером. Начинаем набивать не полностью, только сверху. Распределяем холофайбер по макушке и по бокам головушки. Много холофайбера набивать сейчас пока что не нужно, так как он будет мешать вязанию. Мы приступаем к вязанию 19 ряда, в котором будем делать убавки, 6 убавок через каждый третий столбик. 1, 2, 3, убавка. Вяжем таким образом до конца ряда, делая убавки через каждый третий столбик. Встречаемся с вами в конце 19 ряда. Я провязала 19 ряд, и по кругу у нас получилось 24 столбика без накида. Сейчас мы приступаем к вязанию 20 ряда, в котором будем делать убавки через каждый второй столбик. Нам нужно сделать в ряду 6 убавок. Буду смещать убавки и провяжу сначала первую убавку через 1 столбик. 1 столбик без накида, первая убавка. Далее делаем убавки через 2 столбика. 1, 2, вторая убавка. 1, 2, третья убавка. 1, 2, четвертая убавка. 1, 2, пятая убавка. 1, 2, шестая убавка. У нас остается последняя петелька, провязываем ее. Далее провязываем один соединительный столбик, петельку затягиваем и ниточку отрезаем, оставляя длину для того, чтобы
потом было чем пришивать к туловищу. Вот такая деталька у нас получилась. Мы ее набиваем холофайбером. Я использую ножницы для того, чтобы набивать холофайбером, но вам этого делать не советую. Очень многие для набивки игрушки используют палочки для суши или пинцет. Я пользуюсь ножницами. Набиваю я голову достаточно плотно. Холофайбер распределить, важно при набивке игрушки распределить холофайбер во все ее части, чтобы не было пустот. Иначе со временем это место умнется, уляжется, игрушка будет кривоватая, слишком мягкая. Вот, поэтому я всегда набиваю холофайбер довольно плотно. Вот такая деталь головы у нас получилась. Теперь мы приступаем к вязанию мордочки, то есть носика. Носик я буду вязать пряжей Alize Softy, вот такого вот беленького цвета. Крючок я буду использовать этот же 2 миллиметра. Приступаем к вязанию носика. В кольцо амигуруми набираем 6 столбиков без накида. Один, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо амигуруми затягиваем. Далее нам нужно сделать 6 прибавок. В каждую петельку провязываем по одной прибавке. Я вот так вот кончик поставлю как маркер на начало ряда, чтобы мне понимать, где у меня начало ряда, и начинаем вязание. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. Конечно, при вязании софти здесь совсем не видно петель, но хотя бы интуитивно провязывайте так, чтобы сформировать круг. Четвертая прибавка, пятая прибавка и шестая прибавка. Видите, у нас получился такой кружочек. Мы связали второй ряд. По кругу у нас теоретически должно получиться 12 столбиков. Сейчас я перемещу маркер. Уже не перемещу, но вот так вот беру его. Вот так. Эту ниточку можно отрезать, убрать. И давайте тогда поставим вместо маркера другую нить другого цвета. Вот здесь. Приступаем к вязанию третьего ряда. Провязываем 2 столбика без накида. 1, 2.
Далее делаем 3 прибавки. 1, первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. Далее провязываем 3 столбика без накида. 1, 2, 3. И снова делаем 3 прибавки. Первая прибавка, вторая прибавка, третья прибавка. И провязываем 1 столбик. Все, делаем соединительный столбик, петельку затягиваем, нить отрезаем подлиннее, чтобы эту мордочку удобно было пришивать к голове. Эта деталька из софти, она тоже вяжется так интуитивно, потому что петелек здесь практически не видно, только вот если вот так вот смотреть сверху, то вы увидите ниточки, и в принципе можно попасть в петельки. Но если у вас это не получается, то нам главное сформировать вот такую овальную детальку. Когда мы делаем вот здесь прибавки и вот здесь прибавки, деталька приобретает форму овала вот такого. И в принципе вот уже мордочка у нас готова, и мы ее сейчас будем пришивать вот таким вот образом под глазками. Пришивать мордочку я буду, используя вот такие вот иголочки. Я закрепляю мордочку на моське, на лице. И пришивать я буду этой же нитью Alize Softy. Для пришивания я использую цыганскую иглу. Вот такую иглу. Здесь довольно большое ушко, и поэтому вот эту ниточку можно сюда вставить. Вот. Пришиваем мордочку. Мордочку я пришиваю обычными стежками. Софти такая пряжа, где не видно петель, и довольно сложно как-то тут напортачить. В общем, пришиваем так, как у вас получается. В конце небольшое отверстие, немножечко набьем холофайбером. Не сильно много. Нам это нужно для того, чтобы мордочка немножечко была выпуклой. Вот так. Вот такая интересная глава у нас получается. Мы приступаем к следующему этапу. Сейчас будем вышивать носик вот на этой пушистой мордочке. Вышиваю я обычно пряжей потолще, по софте, потому что если вышивать мордочку совсем тонкой пряжи, ну, как бы ниточкой ирисом, это будет очень долго. Поэтому я беру вот такой Ярнар джинс черного цвета. У меня этот черный немного меланжевый, но это не особо разница. Вставляем нить в иглу и вышивать я буду вот так вот в 2 нити. Вводим иголочку в отверстие головы и вытягиваем где-то вот тут вот в серединочке нашей морды, моськи. Вот так. Конечек оставляем торчащим. И начинаем вышивать
носик. И таким вот образом, формируя такой уголочек. Далее вот так вот пропускаем иголочку к низу мордочки. И вышиваем ротик. Вставляем сюда и вытаскиваем снизу головы. Вот здесь вот немножечко можно подрезать софти. Вот так. Можно еще раз вышить ротик. Вот такая мордашка получается. Тут можно еще подправить. Вот так вот. Носик. Нить отрезаем. И завязываем узелок. Лишние ниточки отрезаем. И эти ниточки мы спрячем внутри детали. Тут вот я чувствую, что у меня какая-то пустота. Сюда нужно набить холофайбер. Вот. Получилась такая мордочка. И сейчас я сразу же вышью бровки. Бровки я вышиваю, используя нить ПМК имени Кирова. Тоненькая. Можно использовать ирис, можно использовать обычную черную нить в несколько сложений. Вставляем в углу и вышиваем нашему будущему мишутке брови. Вот таким образом я примеряю, где у меня будет бровка, и вышиваю. Вот так.
Ниточку снова вытягиваю снизу головы. И завязываю узелочек. Лишние ниточки отрезаем, прячем внутри детали. И вот у наша мордочка приобрела такое жалостливое выражение. Наш медвежонок очень хочет, чтобы мы его скорее довязали. Вот такая деталька. Сейчас мы будем приступать к вязанию ушек. Для вязания ушек нам потребуется два вида пряжи. Это Alize Softy и Amigurumi Картопу. Мы будем вязать две детальки. Начинаем вязание сначала пушистых деталек, ушек. Начинаем вязать Alize Softy, две детальки, вяжем одинаковых. Набираем в кольцо Amigurumi 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затягиваем кольцо Amigurumi, в круг не замыкаем, закрепляем ниточку и отрезаем. Вот это у нас первая деталька, такая вот пушистенькая. Эти ниточки мы потом отрежем. И таким же образом мы вяжем сразу вторую детальку. Также набираем в кольцо Amigurumi 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо Amigurumi затягиваем, но не замыкаем в круг. Закрепляем ниточку, отрезаем. И вот таким образом мы связали первые две детальки. Далее берем ниточку основную и также набираем в кольцо Amigurumi 6 столбиков без накида. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо Amigurumi затягиваем, но в круг мы нашу детальку не соединяем. Мы делаем, сейчас мы будем вязать поворотными рядами, поэтому делаем одну петлю, воздушную петлю подъема, деталь разворачиваем другой стороной и вяжем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали, делаем одну воздушную петлю подъема, деталь разворачиваем. Вот такая вот у нас деталька получилась. И теперь мы берем одну из пушистых деталек, прикладываем и начинаем провязывать вместе. 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мы провязали 6 столбиков. Я даже вот тут вот еще один провяжу, чтобы соединительный столбик провязываем вот так. И закрепляем петельку, ниточку отрезаем подлиннее, чтобы было удобно пришивать ушко к голове. Затягиваем. Вот эти вот все ниточки, вот эти, я сейчас немножко подрежу, чтобы они не были такими длинными. И спрячу их внутри нашей детальки, вот так вот. Ножничками я прячу, или как-то пинцетом можно, или крючком. Их нужно спрятать внутри деталек между пушистенькой и вот
хлопковый. Вот так. Вот такой вот у нас получается ушко. Второе ушко вяжем самостоятельно. Сначала вяжем детальку таким же образом из... Ну, давайте вместе свяжем, чтобы вам не отматывать обратно. Вяжем 6 столбиков кольцо амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Кольцо амигуруми затягиваем. Набираем одну воздушную петлю подъема, деталь разворачиваем и провязываем 6 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Делаем одну воздушную петлю. Прикладываем вторую пушистую детальку и провязываем эти детальки вместе. 6 столбиков без накида. 1, первый столбик, второй столбик, третий столбик, четвертый, пятый, шестой. Делаем соединительный столбик, ниточку закрепляем, отрезаем подлиннее, чтобы было удобно пришивать к голове. И вот эти вот длинные ниточки подрезаем немного и прячем внутри. И прячем внутри детальки. Вот так. У нас получилось 2 детальки ушек. И сейчас мы их пришьем головушки. Пришивать я буду вот так. Примерно намечаю, где будут находиться ушки. Вот так. Это где-то 1, 2, 3 ряд от макушки головы. Я закрепляю булавочками первое ушко. Вот как-то так. И второе ушко буду пришивать вот здесь. Берем иголочку. И начинаем стежками пришивать наше ушко к головушке. Вот таким вот образом. Сначала я пришиваю заднюю стенку. Вот как-то так. И немножко отгибаю ушко. И пришиваю за переднюю стенку. Подхватывая уже софти. Ниточку вытягиваю в отверстие головы. Вот я пришила первое ушко. Ниточку отрезаем, прячем внутри детали.
И пришиваем второе ушко. Второе ушко пришиваем самостоятельно. И встретимся с вами, когда начнем вязать ручки. Таким образом мы пришили ушки, и головушка у нас уже полностью готова. А в следующем видео мы будем с вами вязать лапки, передние и задние, ручки и ножки. Поэтому ссылочку оставлю под этим видео. Переходите и давайте продолжать вязать вместе вот такого медвежонка.